Мы с вами состоим из клеток. Это очень важно понять. Смотрите, наш организм состоит целиком и полностью из клеток. Клетка — это самая маленькая единица жизни. И мы с вами напичканы этими клетками. То есть, понимаете, все, что в нашем теле, оно состоит из этих клеток. По разным подсчетам, да, там около 100 триллионов клеток в организме, в зависимости там от вашего роста, размера и так далее, да, там от 80 до 100 триллионов. Самых маленьких единиц жизни — это живой организм. Посмотрите, что здесь вообще, как устроена клетка. У нее есть свое ядро, у нее есть своя иммунная система, у нее есть своя система выделения, система потребления, система переработки энергии, да, митохондрии, которые снабжают ее энергией. То есть это живой организм внутри вас. И вы просто состоите целиком из клеток, которые по факту просто объединились в одну систему человеческого организма, потому что так эффективнее с точки зрения природы выживать. Потому что все, что мы с вами сделаем здесь, мы адаптируемся, выживаем и передаем свой генетический материал дальше. Мы с вами состоим из клеток. Это очень важно понять. Если у нас все клетки организма здоровы, то у нас весь организм здоров. Если нашей клетке не хватает энергии, то всей системе не хватает энергии, и мы себя чувствуем вялыми. То есть воздействие необходимо осуществлять на самом мельчайшем уровне, именно на клетку, и понимать, а как до нее доставлять питательные вещества. Потому что, в принципе, у нас 4 основные функции, да, переваривание, усвоение, утилизация и выведение. Мы как перевариваем что-то, то, что попадает в наш организм, мы это усваиваем, потом мы это утилизируем, и выводим из организма наружу то, что мы не использовали или использовали, и то, что осталось в результате работы. И вот здесь я для себя такую цитату зафиксировал. Большинство людей едят, чтобы жить, а надо начать думать, как есть, чтобы жить. И то, что вы едите, напрямую влияет на ваше здоровье. Согласитесь, что для многих сейчас еда, это стало, знаете, таким оплотом удовольствия. Вроде ты не хочешь есть, но ты закидываешь какие-нибудь печеньки с чаем, или еще что-нибудь, или какие-нибудь чипсы пожевать. Современный человек, он постоянно жует. Он 24 часа в сутки жует чипсы, там, какие-нибудь сухарики. И этому приучают с самого детства. Клетки, они в первую очередь объединяются в ткани. И у нас есть 4 основных типа ткани. У нас есть с вами эпителиальные ткани. Это покрывающие поверхности нашего тела, там пищеварительная система, кровеносные сосуды. У нас есть с вами соединительные ткани, они удерживают клетки и органы вместе. У нас есть с вами мышечные ткани, мы их используем для передвижения. И нервные ткани, по ним мы передаем информацию. Это как электрическая сеть нашего организма. Понимаете, клетки сначала объединяются в ткани, а потом ткани объединяются в системы. И вот здесь важно сразу еще одну цитату проговорить. Если вы понимаете, как работает ваше тело, и что привело к повреждению ваших тканей и клеток, вы можете понять, как восстановить это. То есть, если вы понимаете истинную причину, что провоздействовало на ваши клетки и послужило тем, что они ослабли, а слабую клетку разбирает наш же иммунитет. Если клетка начинает ослабевать, она становится слабой, она начинает излучать определенный сигнал всему организму, что я слабая, меня нужно разрушить и разобрать. И в нашем организме есть лимфоциты, иммунные клетки, которые занимаются утилизацией нездоровых клеток в нашем теле. Если у нас есть на это ресурсы и энергия, потому что на все нужна энергия, а для этого нужно обеспечивать клетки тоже энергией, чтобы все работало.